Остановились посмотреть рыжики. Мы их резали. Кто-то еще резал, потому что видно по следам. Но тем не менее. Вот они. Какие чистенькие красавчики. Растут. Так. Вот побольше экземпляр. Может, еще что-нибудь здесь под иголкой. Это рыжик сосновый. Да, вот они какие чистейшие экземпляры. Ищем. Угу. Чистенький. Большой, но чистенький. Пахнет, запах какой сильный. Угу. Вполне. Да, вполне. Все-таки и на этом такие что-то выросло. Мы уже думали, здесь в этом году рыжиков и не будет. Старенький. Старенький, но чистенький. Что обидно. А вот этот, похоже, будет старенький, но червенький. Да нет, он тоже был чистый. Одна только дырочка. Сейчас посмотрю, насколько они годятся. Этот вообще чистый. Собственно, и этот вот чистый. Все. Считаются. Считается. Как они здесь спрятались. Посмотри только. Ну да, Какие-то они здесь джунгли. почти. Так. Это нормально. Вот так его, конечно, избирательно. Этот тоже. Ножка такая полая уже. Вот такой он нормальный. Такая поездка у нас сегодня. Не знаем, что ждать. Четко понимаем, что мы едем за чагой, которые были. Мы заметили еще несколько поездок назад, но у нас с тобой не было никаких приспособлений. Ну, а здесь, посмотрите, какие замечательные встречаются польские. И при том, похоже, здесь вообще никого не было. Вот они, вот они, вот они. Вот они просто везде маленькие, побольше. Приятно, конечно, что лес нам такие подарки приготовил. Непонятно, почему здесь не было людей, грибников. А с другой стороны, конечно, понятно, потому что здесь непонятно какая беспорядочная рубка в прошлом году шла. То ли его приезжали, то ли еще что. Но здесь были шикарные боровиковые места. Увы, их пока нет. Все высушивает. Ну, естественно, люди сюда меньше заглядывают. Вот, видите? А мы заглянули. Будем собирать. Какой красивый. Польский. Ну-ка. Что у нас с ним
Вполне симпатичный. А вот и большой какой-то польский. Ну-ка, что он? Дождался у нас? Не дождался? Ну, в принципе, тоже вполне себе еще. Очень даже хорошенькие. Польские, конечно, пошли вовсю. Ну что ж, очень даже нормальное качество. Чистенькие, погрызены. Ну, разберемся. Вот, посмотрите. Ну, чем не белый издалека. Вот он какой. Какой он крепкий. О! Шикарный гриб. Вот такие здесь польские встречаются. Очень много здесь польских. Приходится выбирать, потому что есть старикашечки. Но есть такие вот, ну, просто невероятно красивые экземплярчики. Ну, вот. Такие шоколадные. Я решил завернуть на дорожку буровую. И здесь меня ждет вот такое чудо. 14 ноября. Ну, я не могу сказать, что он стопроцентный, но это боровой. Боровой, красавец, сильный. В принципе, на сушку он великолепно. Ох, спасибо, лес. Вот только срезала. Посмотрите, какое качество. Грибы. Неожиданно, но очень приятно. Весь лес, весь в таких вот маленьких, больших, шикарных грибочках. Некоторые вот не очень хорошо выглядят, а есть экземпляры просто изумительного качества. Вот эти уже старикашечки маленькие, недоразвитые. А вот этот большун. Большун. Чистый большун. Как жалко, что здесь не было все-таки грибников. Не дошли они сюда, не полезли в этот бурелом. Вот как иногда люди пишут фильмы «Нетронутый лес» белых, то здесь получается у нас нетронутый лес польских. Очень обидно, когда вот из 10 берешь один. Ну, этот хороший еще. Под занавес природа нас решила порадовать польскими. Они в каком-то неимоверном количестве выскочили. В принципе, очень неплохие, конечно. Наташа идет и говорит, что просто косит их. Но у нас почти то же самое. И так вот идешь, и такие поляночки очень часто нам попадаются. Удивительно, болотистый лес, и на таком глубоком мху они растут с такими длинными глубокими ножками. Чистая. О, Да.
14 ноября. Вчера из Польши ехали, там по дороге грибы продавали. И белые в том числе. Ну как, живой? Да нет, Не очень. не очень. Но это белый Да? когда-то был. В продолжении нашей программы мы собираем чагу. И хотелось бы показать еще, что не каждый нарост на березе это чага. Есть еще кап, есть сувель, из которых делают поделки, срезают. Чем отличаются все эти наросты от чаги, вы ее никогда никаким ножом не проткнете. Это древесина. И притом древесина гораздо более плотная даже, чем само дерево. Живая. Живая. То есть это какой-то, может быть, живой нарост такой, он может быть любой формы, неправильной, чаще всего круглый. И часто вот эта вот кора тоже покрыта корой черной, поэтому путают с чагой. Но это не чага. Вот классическая чага. Здесь боровой лес. Мы здесь собирали тоже боровики. И эту чагу мы были обнаружили. И даже немножко Валера пытался ковырять ножом. Но ножом ковырять очень сложно. И поэтому сегодня он со своим приспособлением. Берете автомобиль «Москвич», снимаете с него рессору автомобильную, затачиваете ее, привариваете к ней кусок лопаты и сажайте на древко. Отличный чагосниматель. Лучше не придумаешь. Вот мы уже потихонечку наковыряли. Вот. Давай. Вот она, видите, какая чага? Вот. Как говорил Иван Русских в прошлом году с нами ездил, снимали фильм о чаге, то, к сожалению, дерево все равно рано или поздно погибнет. Опять же, долбить нужно до глубины, пока древесина не покажется. Сейчас я еще собираю. И еще такое вот совет, замечание, одно из основных. Смотрите, чтобы дерево было живое. То есть здесь можно проследить по стволу вот до верха, и видно, что веточки, листья облетели, конечно, но верхушка не сломана. Это дерево живое. И высота желательно, как все советуют, метр приблизительно от земли. Выше не метра. меньше. Да, выше метра. И, кстати, мы вот обнаружили, что дерево, к сожалению, такое дупло, да, и мы вырубили, но, как Иван говорит, она долго не проживет. И вот видно, что чага начала его поедать со всех сторон. Вот с другой стороны еще обнаружили. Вот еще одна чага у нас. Вот у нас еще мусор, который мы сегодня параллельно убираем в лесу, чтобы больше этого не видеть. Ну вот, лови. Ага. Опа. Ну хороший мешок получился уже. Да. Покажи Мешок. какой. Вот мешок. Это Чаги. чага, а это лесной мусор. Ну что, вполне. Ну, грибы есть.
Яркие, зелененькие. Да, качество хорошее, что приятно. Так. Ну, вот это не очень. Пусть отдыхает. Это тоже уже. А вот это, да. Вполне. Да. К этим добраться сложно. Ну вот видишь, когда заморозки задержались, то этот уже располз грибок. А вот еще вот там, смотри, какой буреломик такой. Угу. Как они сюда забрались? Нет их, они здесь их никто не заметил, и вот сейчас они такие выросли и стали видны. Уже подрезаю по ножкам, чувствую, что они целенькие. Надо же, все-таки еще что-то выросло на зеленочных месторождениях. Это вообще свежак. Ну, вот это был все-таки масленок, старикашечка. А эти, это просто, она чистая такая у нее. Внутри уже дырочка образовалась. О, чистейшая. Здесь замаскировались, конечно. Ой, какая кучка. Конечно, для середины ноября. Но это стопроцентная зеленочная. Не лиственная рядовка, а именно зеленочное месторождение. Мы уже здесь собирали их. Как они, даже еще совсем какая-то маленькая вылезла. Угу. Ноябрьская кучка. Да. Эти ребята прям решили на дорожке вылезть. Конечно, эти уже маслята будут такие-никакие. Вот. Ну, этот еще вполне можно проверить. Ну и вот что удивительно, все ноябрьские наши поездки. Грузди. Когда десяток, когда единичные. Ну, для засолки уже партия досаливается у нас. Эти уже пойдут в жарку. Прекрасные. Мясистые, хорошие. Идеальные. Вот такая. Вот это какая она. Подзеленочка. Идеальная. Вот. Красотка. Хорошенькая. Надо осматриваться. Осенний натюрморт. Вот порву пошли. Это будет крепко. Да. Еще одно из наших любимых обязательных занятий. Это когда пустые есть корзинки, чаще всего осенью, весной или розетки. Мы устраиваем субботник.
мы чистим лес. Мы забираем пластик, стекло в пакеты, вывозим до ближайшей остановки. Во всяком случае, мы уверены, что больше мы вот это безобразие в этих местах не увидим. Именно это. Потому что мы его вывезли из леса, мы очистили лес. Вот так. Ну, вот они еще. Вполне себе красивенькие экземплярчики попадаются. Плюсы. Ну, да, здесь деревня, это все называют плюсы. Притом абсолютно все рядовки, которые идут, Все плюсы. все плюсы. Интересно, что минусы? Не знаю. Хорошие, чистые. О, какие классненькие. Ну, вот. Такими Ну, кучками. покажи нам, покажи. Такие кучки, кучки, кучки. Здесь мышь и корзинка. Вот они. Какие здесь еще встречаются на песке. Не все еще выросло. Их, конечно, сложнее обрабатывать. Это вот уже кто-то наступил был. Очень долго промывать надо. А вот там еще подзеленочки красивые. Такая парочка. Плюсов. Вот тебе понравилось. Да, вот. Вот так. Кучка в кучке, кучка в кучке. Вот это вообще было такое тоже месторождение именно зеленок. Но потом здесь сделали какую-то, вырубили, свалку сделали. И все равно они потихонечку пробиваются, никуда не исчезают. Тоже такой хорошистик. Поделеночный. То, чем мы еще параллельно сегодня занимаемся. Мы занимаемся этим часто, но сегодня решили снять. Вот так. Сделаем лес чище. Да? Предлагаем остальным тоже заниматься тем же. Лес в целом здесь уснул. Но вот они какие хорошистики. Погрызены. Ну, Вкусные. кто-то еще, видишь, тоже не спит. Не замерз в лесу. Ну, этот, наверное... Нет, да его просто ножку сгрызли. Ну, этому досталось. Этому досталось, конечно, хорошо. Ну, посмотри, он чистый. Угу. Очень похоже, что все-таки здесь с краю люди уже отходили и решили больше не ходить. А они вон какие нагастые. Этот хороший. Хотя его тоже кто-то пытался его покушать. Тоже чьи-то обед прервали. А он еще. Смотри. Но они здесь, интересно, верески растут, да? Вот там слева поеденный. Тоже такой еще крепкий будет. И да. Собирать бутылки.
Явные следы цивилизации. Да уж, особо одаренные люди. У нас, пожалуй, сегодня даже получится, что у нас грибов будет меньше, но мы еще чагу надеемся собрать, чем вот всех вот этого хлама. Ребят, ну какие ж вы вот те, кто все это делает. И пилит лес. Да. Вот смотришь, такой лес. Здесь дорожка, здесь рядом был такой въезд, все парковались, когда шли грибы. И что мы уже только не собрали. Даже целые контейнеры выкидывают. Или забывают рядом с бутылками. А здесь, вот что это? Это чья вода? Гомо сапиенса. Да, это кто себе оставил? Ладно, давай пока около дороги поставим. Вдруг... Да нет, это уже с Нет, таким тут осадком и выкинуть. с мусором. Выливай и забираю. Да, как Валера говорит, звери оставляют тропиночки, какие-то следы жизнедеятельности. Все это биоразлагаемое. Только человек может оставить вот то, что не переработается еще, и дети, и внуки будут последствия всей этой видеть гадости. Сегодня мы работаем, мы чистим лес. Что еще раз повторяю, мы делаем постоянно. У нас есть зимние съемки, когда мы собирали фламулину. Иногда фламулины не было, но у нас были целые корзины вот такого вот безобразия. 14 ноября, ну, почти поздняя осень уже, середина почти ноября. Буквально день-два и пойдут морозы, заморозки. По прогнозам синоптиков будет снег. Мы до сих пор еще в лесу, мы потихонечку закрываем наши любимые места, до весны с ними, прощаемся. Валера все бегает за своими бравыми, потому что это какая-то у них любовь, наверное, взаимная. Ни у кого нет, он обязательно найдет. Ну, вот такие у нас сегодня польские такие крепыши, которые тоже как боровики. Немножечко зеленок, немного подзеленок, но польских очень много, очень жаль было их там оставлять, день короткий. Немножко рыжиков, уже тоже, наверное, последние, и чага. Вот посмотрите, какая шикарная у нас сегодня чага. Ее очень хорошо собирать именно в такое время, когда опала листва и стволы, все это обнажилось. Мы просто едем, иногда замечаем с машины, а потом уже петляем. Вот еще у нас вот такой бонус. Вот. Для вас и для леса. Для леса, потому что в следующем году те, кто здесь будет, вот этого вот ничего не увидят. Мы это увезем, оставим где-нибудь около мусорки на дороге. С этими местами Березинско-Клещевский район мы прощаемся до весны. Вот здесь рядом буквально мы собирали сморчки, а до сморчков каких-то 4 месяца. Посчитать по понедельнике умножить на 4, ну 16, ну 20, ну подумаешь там. И уже, в общем-то, весна, но мы еще не закрыли сезон окончательно. Более того, зимой будет фламулина. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. С нами всегда интересно. Мы обязательно что-то найдем, лес нам что-то подарим, потому что мы его обожаем. Убирайте мусор. Да, и сейчас Чистите лес. можно почистить лес. Вот если гуляете, чистите, потому что от этого будет приятно и Всем. вам, и лесу, и более того, лес очень благодарный. Он очень благодарный. Вот мы ему помогаем, и он нас обязательно всегда чем-то наградит. Пока! Пока. До новых встреч. Весь мокрый.